Добрый день, друзья. Меня зовут Миша Навахов. Это программа «Время Че». Вы, наверное, немного удивились, услышав «Время Че» минут на 20-25 раньше, чем обычно эта программа выходит в эфир. Нет, в 4 все состоится. Как всегда, ко мне присоединится мой коллега, и у нас будет очень интересный гость. А мы запускаем, такую новую серию передач. Я сейчас представлю своего соведущего в этом проекте. Это не просто передача, это целый проект, друзья, потому что наркозависимость, зависимость от алкоголя, от наркотиков, в основном это сегодня наркотики, безусловно, это огромная, гигантская проблема, и мы запускаем вот такой, я хочу подчеркнуть, некоммерческий проект, да, то есть это помощь русскоязычному населению в решении этих проблем. Это горячая линия, куда могут обратиться и сами страдающие от зависимости, их родственники. Ну, в общем, ладно, давайте все по порядку. Но для меня, как для члена ассамблеи, это, конечно же, социальная составляющая этого проекта, потому что ведь следствие зависимости – это низкий уровень жизни непосредственно в районе, где много зависимых, это воровство, это люди, которые лежат на улицах, да, и так далее, и так далее. Там много всего. В общем, все это мы будем обсуждать в нашем новом проекте с Вячеславом Свидишем, человек, которого я знаю довольно давно, уже несколько лет. Слава давно очень занимается также проблемой зависимости. Ну, давай, Слав, во-первых, слышишь ли ты меня? Да, слышу хорошо, Ну, приветствую всех. приветствую, Слав. Я тебя тоже хорошо слышу, связь проверена. Ну, расскажи немножко, может быть, давай до того, как мы начнем нашу дискуссию, пару слов буквально расскажи о себе. Как ты в этом проекте оказался? Ну, во-первых, я занимаюсь проблемой зависимости и, соответственно, вытекающими из нее последствиями на протяжении 26 лет в международных проектах, так Мгм. скажем, да, то есть это не только Америка, это другие страны, да, то есть, безусловно, есть очень большой опыт и в реабилитации зависимых людей, причем не только в реабилитации, в их в ресоциализации, трудоустройстве, обучении, то есть к тотальному возврату людей к нормальной жизни. Да? То есть я как никто понимаю проблему от А и до Я. Я понимаю вытекающую проблематику этого вопроса, да, то есть это криминал, преступность, насилие, да, все, что за собой влечет зависимость, безусловно, это абсолютно негативные вещи. И поэтому, исходя из того количества обращений, которые есть к нам, мы, опять-таки же, обратились за помощью к тебе в том числе. И тема актуальная, и спасибо, что ты поддержал, да, то есть это некоммерческий проект абсолютно, как ты правильно сказал, да, то есть это абсолютно бесплатная помощь. И я надеюсь, что со временем, да, будет много откликов, будет много людей, которым эта помощь понадобится. Мы понимаем механизмы, да, которые в действительности могут понять, потому что, безусловно, это не только какое-то кратковременное лечение, допустим, зависимых людей, да, это ресоциализация, это трудоустройство, это помощь в работе, безусловно, да, поднятие социального статуса, уровня жизни, да, для людей, чтобы появилась какая-то ценность. Ну и как бы это основополагающие моменты этого проекта, да, который, допустим, мы хотим реализовать для начала в штате Нью-Йорк, Бруклин, да, и в дальнейшем как пилотную часть его распространить, может быть, даже на остальную территорию США. Спасибо тебе за это вступление. Я, насколько мне известно, в основном проблемами зависимых занимаются в прошлом сами зависимые. Ты тоже прошел, я так понимаю, определенный путь. Да, безусловно, есть у меня опыт употребления химических препаратов, да, то есть я могу сказать, что я 26 лет назад встал, так сказать, на нормальную линию жизни и 26 лет занимаюсь тем, что помогаю людям себе подобных, да, я могу сказать, что мы подняли большое количество людей, и, так сказать, вынули из пепла, можно сказать, да, Мгм, люди, мгм. которые вернулись. Знаешь, мы будем с тобой вести эту передачу. Я думаю, у нас будет возможность, может быть, пригласить многих из Безусловно. этих людей, которые живут в Нью-Йорке, многие из них, да, которые сегодня нормально функционируют и которые
являются яркими примерами того, что можно вернуть таких людей к нормальной жизни, да, когда у них есть семьи, когда у них рождаются дети, когда их близкие счастливы за них, да, то есть когда они не совершают каких-то криминальных вещей, они не садятся в тюрьму, да, то есть они не совершают агрессию, и чем самым облагораживают, может быть, тот город, в котором они живут, в отличие от того, как было до. Слав, скажи, пожалуйста, в чем специфика, вообще зависимость, она одинаковая везде или у каждого региона, у каждой страны, может быть, у каждого города, а даже района есть какая-то своя специфика? Если эта специфика есть, в чем специфика Бруклина? Ну, вот смотри, насколько понимаю я, прежде всего подвержены люди, скажем, из слабых социальных слоев, да, то есть это люди, которые э, хуже стоят финансово на ногах, хуже Мгм. благоустроены, да, это семьи, где родителям приходится много работать и нет времени достаточно уделять своим детям, да, ввиду того, что они недавно приехали в США Я или тебя сейчас на приехали, секунду перебью. давай. У меня как раз много примеров, ну, опять же, может быть, это просто круг общения, где в обеспеченных достаточно семьях дети становятся зависимыми. Ну, там, наверное, какие-то просто другие причины. Опять же, слушай, финансово успешная семья, это значит, и папа, и мама пашут, как папа Карло, да, и тоже не видят своих детей, и тоже, так сказать, посвятили себя бизнесу, работе и так далее, да, то есть, как бы причина получается детской зависимости, да, тинейджерской зависимости. Это когда родители мало уделяют времени ребенку или считают, что ну я ему там последний iPhone куплю, там последний BMW ему куплю, еще что-то такое. И это вроде как заменит вот это вот общение с ребенком. Он это оценит и будет хорошим парнем или хорошей девушкой. Я правильно рассуждаю или нет? Я хочу, смотри, я хочу тебя поправить, опять-таки же, Мгм. да, то есть Да, каждый человек рассуждает субъективно, исходя из своих знаний, которыми конечно. он обладает. Смотри, первая часть статистическая, да, то есть статистика говорит, что как бы люди, которые из слабых слоев социальных населения, они более подвержены воздействию Мгм. наркотических веществ, криминала и так далее, да, то есть все, что оттуда вытекает. Это говорит статистика. Это прежде всего, смотри, безусловно, есть люди, которые из обеспеченных семей подвержены точно так же употреблению химических препаратов. Если мы говорим, например, про тот же Нью-Йорк, да, то есть это вседозволенно, это на каждом углу, это является неким, знаешь, наверное, какой-то составляющей сегодня вообще жизни подростка, Ты да, имеешь в тоже виду после легализации марихуаны, да, да, тоже, которая тоже сегодня не считается марихуану. наркотиком даже, да, да. Ну, я могу тебе сказать, что да, абсолютно верно, да, то есть легализована марихуана, абсолютно верно. Люди покупают непонятно какой наркотик, люди сходят с ума, люди накуриваются непонятно чего. Да, проблема в том, что в этих И легализованных магазинах могут продавать абсо- синтетическую а- марихуану, все что угодно могут оно, продавать, да, оно, абсолютно. оно, оно так и происходит, Ты потому что понимаешь, это людям как сегодня вот мы заходим в магазин, в ликероводочный, например, магазин, да, шанс, что мы купим какой-то левак, ну что-то такое, какую-то бодягу, он минимален, да, потому что все-таки есть надзорные организации, которые занимаются, так сказать, отслеживанием качества алкогольной продукции. В каннабисе сегодня этого практически нет. И вот эти там магазины, у все которых наоборот. там все наоборот, да, и человек думает, что он заходит в легальный магазин, где должны быть легальные товары, а там какую-то бодягу ему продают, по сути. И это огромная проблема. Это огромная проблема, на самом деле. Да, еще нужно учитывать, что бодягу, которую покупают ребята и накуриваются, она приводит к определенным последствиям, да, потому что Мгм. люди становятся неадекватны, и ты поймешь, что это не просто употребление химического препарата, это последствия, которые вытекают, это насилие, это агрессия, Психоз, да. это психозы разного рода, это неадекватное поведение, да, в котором состоянии человек способен нанести физический ущерб другим людям, да, то, что, собственно, у вас и происходит в последнее Мгм. время. И есть очень много разной информации, да, о растущем насилии непосредственно в Бруклине в том числе. Мгм. Мгм. И я А, считаю, что это абсолютно вещи взаимосвязанные, потому что когда подросткам нечем себя особо занимать, много есть свободного времени, да, то есть нет никакой профилактической работы в достаточной мере не ведется, да,
То есть происходит то, что происходит, да, то есть люди находят себя в употреблении химических препаратов, да, и вытекающие из этого последствия. Давай мы, мне кажется, настало время уже объявить. Я еще раз хочу подчеркнуть, что это проект некоммерческий, и он предназначен для помощи в основном русскоязычному населению нашего города и нашего района. Да? И телефон, по которому вы можете позвонить или написать смс, или написать через WhatsApp, да? Телефон вот такой. Неважно, вы сами употребляете и хотите как бы какая-то вам нужна помощь, вы хотите из этого выйти, вырваться, или вы родитель человека, который употребляет, да, может быть, он даже не знает, что вы вот кому-то обращаетесь за какой-то помощью. Кстати, есть же еще такое понятие, как созависимость, да, об этом тоже мы Да, безусловно. обязательно поговорим. Итак, давай, я объявляю, впервые объявляю телефон нашей горячей линии. Почему она называется горячая линия? Потому что здесь вы можете получить информацию, здесь вы можете излить душу, пожаловаться, получить какой-то фидбэк, и все это совершенно бесплатно. То есть, Слав, я правильно понимаю, что никто никого никуда, никакие биллы потом не присылает, никаких, Миш, так сказать, да, никаких денег за это не абсолютно, берет, да, абсолютно, я добавлю, прежде чем ты скажешь телефон, да. как это работает точно, да, то есть слушатели наши могут написать смс-сообщение, могут позвонить, оставить информацию, и наши волонтеры вернутся по телефону и объяснят, что нужно делать, какая ситуация, какая помощь может быть. Итак, называю телефон, объявляю 929-350-44-44. Еще раз, 929-350-44-44. Это горячая линия поддержки тех, кто живет с зависимыми людьми. Может быть, сами зависимые тоже слушают нас сейчас. И это абсолютно анонимно, насколько я понимаю, да? То есть Абсолютно, анонимность абсолютно сохраняется. анонимно. Мгм. Вы можете позвонить, оставить всю информацию, задать вопрос, который у вас есть, и в течение 24 часов к вам вернется человек, который проконсультирует вас, поможет, объяснит, что вам делать, как себя вести, куда поступить, куда обратиться, если есть потребность в каких-то определенных программах, порекомендовать вам, в какие программы можно записаться и так далее. Поэтому не стесняйтесь, звоните. Если вы стесняетесь позвонить, вы можете написать смс-сообщение, да, то есть вы можете контактировать, получать информацию, потому что обладатель информации – это всегда человек, который более успешен, чем тот, который этой информацией не обладает. Поэтому не стесняйтесь, пишите, звоните. Еще раз, телефон 929-350-44-44. 929-350-44-44. Вот пишет нам смс, можно послушать про решение. То есть люди хотят сразу услышать решение. Ну, я думаю, что, конечно, решения, они индивидуальны очень, да. Но, Слав, давай, это скорее тебе вопрос адресован по поводу решений. Ну, решение, опять-таки, для того, чтобы давать решение, да, то есть надо понимать ситуацию. Невозможно единым шаблоном, да, дать какое-то решение, дать какую-то рекомендацию. Именно для этих целей мы создали горячую линию, потому что каждая ситуация, она индивидуальна, да, то есть мы не можем, не понимая ситуации, да, дать какое-то решение, опять-таки же, без того, что будем понимать, о чем идет речь. Поэтому очень важно, не стесняйтесь, обратите, вы можете написать или позвонить на горячую линию, и мы предоставим решение вам там в индивидуальном порядке, потому что, опять-таки же, это не шаблонные вещи, это вещи индивидуальные. Но я бы хотел, Миш, знаешь, вот ты правильно сказал про созависимость, потому что, смотри, в семье, где есть человек, который употребляет химические препараты, безусловно, страдает вся семья. Мы зачастую Слава, а почему ты их не сталкиваемся. называешь наркотиками, ты их называешь химическими препаратами? Вот я обратил внимание, такое у тебя Ну, словосочетание есть. смотри, и у меня, я тебе объясню, что химические препараты, да, то есть туда включается и алкоголь, и М, медикаментозные препараты, да, которые тоже, в принципе, мгм. легализованно выдаются, Понятно. да, но являются наркотическими веществами. Смотри, здесь очень важное понимание, да, то есть того, что вот когда мы говорим, например, когда человеку действительно врач прописывает, например, какие-то препараты лечебные, да, то есть Мгм. они действительно ему нужны, они являются лечебным материалом для него. А когда человек просто идет к врачу для того, чтобы
получить препараты ради какого-то кайфа, этот человек является зависимым от наркотических веществ. Понимаешь, он Мгм. не ищет Мгм. препараты ради лечения, он ищет препараты ради Ради кайфа. кайфа. Да, да, да. Абсолютно верно. И поэтому таких очень много. Врач не способен идентифицировать, ради чего пришел к нему больной. Является ли он аддикт или не является, наркоман он или не наркоман. А человек, который употребляет, опять-таки, эти химические препараты, он является наркозависимым, алкозависимым человеком. Поэтому я всегда определяю как химические препараты. А, Поэтому Прежде чем мы перейдем к созависимости, как определить, вот как мама или папа может определить, балуется ребенок или тинейджер, да, или может быть уже не тинейджер, а вообще человек, которому там уже за 20, да, балуется просто, ну, как все, там, знаешь, что-то там курнул и так далее, или он уже зависим, где эта грань между, опять же, давай с алкоголем тоже можно, где грань между человек просто social drinking, да, там, ну, пошел с друзьями, выпил, там, и так далее, и где уже зависимость, как ее провести, эту грань? ну, смотри, опять-таки же это такой довольно-таки обширный процесс, да, который Мгм. потребует времени для того, чтобы мог человек с улицы его идентифицировать. Но наименьшее, как бы, наименьшее сопротивление, чтобы люди понимали, это простое нормативное поведение. То есть если есть Мгм. отклонение, если есть изоляция, если есть уход от общения, если есть уход от коммуникации, если есть агрессивность проявляется, Мгм. раздражительность, нетерпение, отклонение от нормативных поведенческих аспектов. Да? То есть если человек уходит, если тот же самый ребенок зачастую запирается в комнате, не идет на контакт, малообщителен, избегает родителей, избегает те сообщества, в которых он бывал ранее, допустим, избегает старых друзей своих и так далее. То есть И это, правильно ли я понимаю, что если, например, есть подозрение у родителя, он может позвонить вот на нашу горячую линию, да, да, и он ему может задать. задать эти вопросы, ему помогут на эти вопросы ответить, да? Помогут, да. То есть мы не Да, можем дать стопроцентное решение, конечно. но мы можем дать помощь для того, чтобы все-таки человек мог По идентифицировать, тем существует. симптомам, которые до вас Да, донесут, как бы, абсолютно, да? абсолютно Еще верно. раз, Есть да, проблема еще в раз, доме. телефон горячей линии 929-350-44-44, это абсолютно бесплатно и абсолютно анонимно. Хорошо, переходим, у нас немного осталось времени, видишь, как мы с тобой заговорились, но это значит, что у нас все получится и будут хорошие эфиры в дальнейшем. Безусловно. Про созависимость ты хотел рассказать, а я тебе, извини, перебил. Да, про созависимость. Я хочу сказать такую вещь, что смотри, когда есть в семье человек, употребляющий химические препараты, безусловно, этому подвержена абсолютно вся семья. То есть очень важно понимать, да, зачастую еще люди с постсоветского Это не пространства, значит, что знаешь, вся семья употребляет. нет, конечно, нет. Я имею в виду подвержена, она находится внутри этого эпицентра, Мгм, знаешь. То мгм, есть есть эпицентр проблемы, который, это как вирус, знаешь, вот человек мгм. болеет вирусом внутри дома, вот кто-то чихнул, завтра будут болеть Понятно. жена, послезавтра дети и так далее, да, то есть учитывая, что зависимость – это хроническое заболевание, то хронически болеет вся семья. Понятно. Страдают абсолютно все, да, причем страдают и на физическом уровне, и на эмоциональном уровне. Поэтому здесь как бы важно понимать, что ну, помощь нужна действительно всем. Очень важно понять, что для того, чтобы помочь этому человеку, у которого есть проблема зависимости, очень важно, чтобы семья меняла вот эти внутренние алгоритмы, чтобы семья не стеснялась, чтобы семья обращалась, чтобы семья понимала, что нужно делать для того, чтобы помочь и самим себе, и для того, чтобы помочь своему родственнику, у которого есть проблемы. Потому что без вот этого вот вмешательства очень сложно куда-то продвигаться. Пожалуйста, Миш, задавай свой вопрос Ну, следующий. опять же, ты знаешь, как оно ни странно, пролетели наши с тобой 25 минут довольно, довольно быстро, поэтому я вынужден прерваться на рекламный блок и на новости, а я просто еще раз хочу тебя поблагодарить. Друзья, эта программа будет выходить регулярно, мы сейчас вот обсуждаем 2 раза в неделю, раз в неделю мы посмотрим, по всей видимости, вот в похожий день и время. Еще раз, телефон горячей линии 929-350-44-44, на который вам специалисты, волонтеры, потому что все это, еще раз, бесплатно и анонимно, смогут помочь, смогут ответить. Еще раз, 929-350-44-44. А если у вас есть какие-то вопросы, во-первых, сюда, во-вторых, активнее участвуйте в наших передачах. Слав, еще раз огромное спасибо. Поздравляю тебя с открытием Спасибо. этой горячей линии. Я очень рад, что наша община получит помощь вот в этих тяжелых, на самом деле очень тяжелых вопросах, которые иногда люди просто стесняются даже об этом разговаривать. Абсолютно верно. Да, Для этого нужно звонить и не стесняться. да. Слава, спасибо огромное и до новых встреч в эфире. Всего хорошего. Всего хорошего всем. Пока.